С ветерком выезжаем на улицу Шейха Заеда. Такого никогда не было, а мы наслаждаемся такими поездками уже второй месяц. Ездим, правда, редко. Все дубайские дома украшены национальными флагами. Украшены огромные небоскребы и входы в жилые дома, естественно, государственные учреждения, частные виллы. В общем, полное национальное празднование по поводу действительно большой победы. Столько выдержали. Сегодня мы попытаемся раскрыть тему дубайского озеленения, посетив известный городской парк, который, естественно, платный. Да-да, здесь все растет не просто так. Каждая травинка требует отдельного ухода. И это стоит денег, наверное, где-то порядка $1. Вход прямо как в метро. Но мы здесь бывали несколько раз, так что уже с этим сталкивались. Конечно, флаги кругом. Смотрите, какие цветочки потрясающие. Этот район вдоль канала продолжают застраивать. Еще такого типа парк у нас был в районе EDCB. Мы туда тоже ходили гулять. Еще пара таких в других районах. Просто эта зима нестандартная. Мы не очень выезжали. Я все время ходил по одной и той же улице вокруг нашего дома. И могло сложиться впечатление, что кроме нескольких пальм в Дубае вообще ничего нет. Флаги кругом, на каждой мачте и на каждом кране. Страна подчеркивает свою идентичность, что совершенно разумно. Воздух здесь, конечно, свежее. Попадаются несколько птичек. И это, конечно, майны. При полном отсутствии посетителей сотрудник не перестает подметать улицу. Мне кажется, они несколько уполовинили этот парк. Домов стало гораздо больше, а деревьев меньше. Но, может быть, они где-то далее по курсу. Вот те несколько человек, которые наслаждаются платным билетом. В основном это люди с детьми. Вот дерево оригинальное, кстати. Явно с каким-то тоже африканским уклоном. Они здесь любят выходить на пикники. Выносят свои небольшие шашлычницы. Но здесь шашлычниц я не вижу, хотя запах угля какой-то чувствуется. И вот так вот с няньками и прислугой они проводят свой досуг выходного дня или буднего, как сегодня. Это натуральная трава, редкая вещь в Дубае. И ее прямо нереально много. Ее целое огромное поле. Это приятно. Можно ее потрогать. Вот, настоящая трава, подстриженная. В Марине, конечно, нам такое не попадалось. Идти по ней, конечно, необычно. Сразу чувствуется, что это не асфальт. Это я передаю ощущение с 1 декабря, когда мы прилетели. Ни разу еще не ходил по траве. Это здесь редкое исключение, стоящее небольших денег, за которым нужно куда-то ехать. То есть воспринимается совершенно по-другому. Не там, где трава вырастает сама весной и сама засыхает осенью. Ее здесь кто-то поливает, судя по всему. Все растения с искусственным поливом, что видно вот по этим пластиковым трубочкам. Я очень их понимаю, этих садоводов. Сам всегда этим занимался дома. Поэтому мне очень близко такое искусственное выращивание растений, которые так бы ни за что не выросли. Прямо тенистая аллея. Опять же, приятно, что народу мало. В мирное время, конечно, сюда многие приезжали, и так просто один не пройдешь. Погода еще прохладная. Во всем есть какие-то свои плюсы. Попугаи кричат и перелетают, но разглядеть их довольно сложно, потому что все они зеленого цвета. Вон они, на том дереве. Крик у них, конечно, не ахти, мягко говоря. Попадаются также цветущие деревья,
которые тоже все поливаются из трубочек. Вот на сухом дереве сидят попугаи. Попробуем их сосчитать. Я не вижу ни одного. Он только что улетел. Вон они все улетели, да. В общем, это неуловимые создания. Это вот они кричат, да? Это маленькая черная птичка. Вон Понятно. она крохотушка. Это другая. В общем, здесь нужно быть настоящим орнитологом, чтобы разобраться. Все время кто-то летает вокруг. Здесь вполне можно играть в футбол, что, собственно, многие делают. Но сейчас никого нет. Раньше прямо привозили команды, особенно детские. Конечно, очень приятно на живой травке поиграть. Вот такой парк. Честно говоря, в этот раз он производит гораздо более скромное впечатление. Раньше мы до него доходили ночью, потому что шли пешком от метро вдоль канала, и пока дойдешь, солнце уже заходит. Но, видимо, здесь все на свету, легче осмотреться и увидеть, что, в общем, не такой уж он и большой. Но, тем не менее, все, что надо, растет. С последнего нашего визита они успели полностью достроить это огромное здание, которое прямо по курсу. От него были только какие-то раскопки на земле, а теперь 30-40 этажей уже высятся. Район обретает новые формы. Это будет какой-нибудь Дубай-Хиллз, жилые дома вокруг парка. Небоскребы в районе метро Бизнес-Бэй, откуда мы обычно сюда приходили пешком. На машине, конечно, удобнее. У нас будет больше сил осмотреться. Обычно мы доползали до этого парка уже в глубокой ночи, о чем было несколько видео. Как мы там лазили через какой-то забор в полной темноте. В общем, как всегда, полный набор приключений. Сегодня первый культурный выезд. Выйду еще раз прогуляться по травке. Давно забытые ощущения. Приятно, что это стоит усилий. Такое вырастить не просто так. Но вот также у них устроены гольф-поля, которыми тоже изобилуют пригороды. Особенно вот в этом поселке Альхамбра, который под Рас-Аль-Хаймой. Так они и гоняют на этих гольф-карах. Все-таки английское влияние чувствуется сильно. Вот сочетание настоящих югов с более-менее нормальной растительностью. И они будут стараться это расширять, потому что это может привлечь любителей лесов и полей. Небоскребы красиво смотрятся на фоне зелени. Но здесь это, к сожалению, довольно редкий вид. Хотя парков много, но до каждого нужно еще добраться. В отдалении даже виднеется Бурдж-Халифа. Отсюда она не кажется столь внушительной, потому что все-таки мы довольно далеко. Бурдж-Халифа на фоне тропического леса. Вот какие виды открываются в парке Аль-Сафа. И опять же пойдем по травке. Поэтому здесь и множество птиц. Они смотрят, что это такое, трава неожиданно. Вот они сюда слетелись. Они слетаются даже в наш небольшой садик возле дома. Живность чувствует, где хорошо. И человек тоже воспринимает. А дальше еще огромное поле, и на нем деревья. Вот так вот это выглядит. Ну, действительно, типа гольф-поля, только гольфа тут нет. Огромная пустошь, засаженная травой. Для Дубая, конечно, необычно. Работы не прекращаются ни на минуту. И на одном, и на другом небоскребе краны что-то поднимают. Я думаю, тут будет неплохо жить с видом на такой парк. То есть это все заложено в инфраструктуру. Вот это красиво. Действительно город будущего. Надеюсь, что будущее сюда еще вернется. А сколько майен? Наверное, несколько десятков. Они пасутся на траве. Потрясающе. Балкончики оформлены в виде волн. То есть это как бы напоминает о водной стихии, которой здесь так не хватает. Мне тут подсказывают, я за деревьями не вижу леса. Это же хвойные деревья, действительно. Они посадили несколько каких-то елок южного типа или пихт. Это прямо хвойные деревья.
не свойственны этому региону. И ничего, растут, прекрасно себя чувствуют. Все в непрерывном движении. Еще вон какая-то люлька опускается. Странно, они решили ничего не подвешивать к этим крюкам, а просто поднимают пустую веревку. Но стройка продолжается неумолимо. Их теперь точно не остановишь. Вот это мощь, правда. Мы смотрели в каких-то таких высотках, но специфично. Видимо, будучи все-таки такими людьми старой школы, нам ближе панельная 16-этажка. Идем в обратную сторону. К газону претензий есть, претензий нет. Проверим урожай шишек. Что это за дерево такое? Мне кажется, это сосна. Это ее листья. колючие, Ничего себе. Прямо вспоминаю, как мы устанавливали флюгер на дом в Подмосковье. Конечно, масштаб не тот, не 50 этажей. Но те же краны, те же стропы, крюки. В общем, приятные воспоминания. Причем довольно прохладно. Сегодня вот я не взял, наконец, свитер. А температура уже на грани того, что можно было бы его и одеть. Поэтому приезжай так с утра и гуляй по парку, по травке. Милое дело. Стройка проходит прямо по краю этого парка. Я даже думал, что они заняли его часть, но нет. Они не пересекли дорожку. Хотя вид немножко и подпорчен. Вот как это выглядит. Не, ну достроят. Точно будет новый Дубай Хиллз. Тем более, что это вдоль линии метро. Тут до метро довольно близко. Ну, не то, чтобы прям рядом, но дойти можно. Кто-то серый. Может быть, это заяц. Сейчас посмотрим. Это либо кот, либо заяц. Ничего себе. Это кролик. Правда. Такое животное. Вот, оказывается, кто здесь бывает. Такие уши. Он прям совершенно не боится. Кролик абсолютно не боится. Так чудно. Но здесь вообще не трогают животных, естественно. Были бы коты, они бы тоже к нам вышли. Ко мне не надо. Лен, не боись. Он просто тянется к человеку. Пусть камеру съест, пусть съест камеру. Какая мордочка. Ну что, он Довольно жирненький. Ага. И на ужин. Ой, Нам бы все что-нибудь только на ужин. Вот привычка выработалась за годы заграничных поездок. Все к столу. Прохлада и свежий запах травы. Что может быть лучше после месячного сидения в Дубай-Марине? На самом деле мы спокойно могли выезжать, все работало, пожалуйста. Но Лена как-то опасалась. Вроде считается, что при налетах лучше находиться дома, что мы и делали. Но это такая некая условность. Можно было спокойно и не обращать на это внимания. Но мы действовали по инструкции. Далеко не отходили. Зато теперь, когда всюду вывешены флаги и все празднуют победу, можно, наконец, предаться посещениям разных мест. А это вот вороны пасутся. Я к ним неравнодушен. Если не попугая, то, может быть, я завел бы ручную ворону. Но это, конечно, все иллюзии. Так, мечты, которые питает YouTube своими бесконечными передачами. Представляю, какой-то труд ухаживать за вороной. А вот, кстати, еще крольчата обнаружились. Ничего себе. То есть эта крольчиха, видимо, просила поесть, потому что ей нужно кормить крольчат. Смотрите, что творится. Они такие милые.
Смотри, смотри, он уже ест травку. Вот существа. Они побаиваются нас, но не очень. И вот еще 3 штуки я вижу. Один убежал, а 2 остались. Тынц, 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 тынц. Ну класс, прямо целый зоопарк. Он маленький, ростом не больше 15 сантиметров в длину, но полноценный кролик. О. Оказывается, это мама-кролик. Все объясняется. Но у нас, к сожалению, ничего нет. Мы бы с удовольствием что-нибудь дали. В следующий раз нужно брать какую-нибудь морковку. Видимо, она не тянется к человеку, ей просто надо что-то поесть. Слушайте, она прям делает стойку. Ничего себе. Ближе к ночи все так загадочно. Но парк освещен. Стоят прожекторы, бросающие длинные тени от пальм. В общем, тропики. Приближаемся к входу в парк. Сделали по нему большой круг. Мне кажется, это достойное место. Можно иногда посещать. В темноте и стройки выглядят поинтереснее. Они подсвечены на фоне неба. Город, устремленный в будущее, как я уже говорил. Одна и та же мантра. Но чего хвататься за эти средние века в самом деле? Все там были, ничего там особо хорошего нет. Мы лично тоже стремимся в будущее. Берем пример. Главное, что есть с чего брать. Очень интересный эффект этой плитки. Она кажется кубической, потому что подобрана по цвету. Я не говорю о том, что практически никого нет из посетителей. Тоже великолепное ощущение. Да, всего за 5 дирхам, а сколько удовольствия. И тишина. При входе огромное поле, засаженное петуниями. Необычно видеть эти хрупкие цветочки в таком, в общем-то, жестком климате. Но за ними здесь хороший уход. И плюс еще нет основной жары. Интересно, будут ли они расти в течение лета. Есть функционирующий туалет, окруженный благоуханием цветов. Все соответствует стандартам. Вот можно набрать воды. Вода на Востоке — это очень важно. Причем совершенно бесплатно. Вот и выход. Снова зашло солнце. Мы даже слышали отрывки молитвы из близлежащей мечети. На Востоке жизнь течет ровно от восхода к закату. Объяснял сотруднику, что за камера, как работает, сколько стоит. Тут все очень интересуются. Ему очень понравилось. Ну, обойдется. Нет, надо нести в народ как бы знания сокровенное. Ну, сказал бы, я остаюсь, а вы Но входите. когда вы закричали, я уже сказал. Только он это услышал. Да, только он это услышал, а Он я еще нет. показывает на себя. Да. Он говорит, меня, я говорю, нет, его. Быстро отдай. Может, его А. тоже Андрей. Еще один. Пакистанец Андрей. Андрей. Лен, помнишь, тут ты скакала через забор, а мы тебе помогали. Помнишь, ночью. Это я помню. Вот ну, здесь что это прям- было ровно. Ну что, прям тут? Прямо где-то вот здесь вот. Но оно не сильно изменилось с тех пор. Я Та же понимаю, стройка. что И этот парк Аль-Сафа расположен вдоль великолепной набережной. Здесь уже все более культурно. Вот этот вот интересный мост, на который, надеюсь, мы сейчас поднимемся. Здесь уже все доведено до ума. Вода очень оживляет. Почти как Дубай-Марина. Такой же примерно парапет. Только достроить эти дома. Пешеходный велосипедный мост очень интересен. Он абсолютно неровной формы. Он идет в виде такой буквы «С».
Причем на него можно заехать на велосипеде с помощью специальной эстакады. А для людей существует лифт, как и все здесь. Полная шаговая доступность. Чудо техники очередное. Все подсвечено, конечно, в эмиратских цветах. Сейчас очень непростые дни победы над Ираном. Так что нельзя забывать тот момент в истории, когда мы здесь оказались. Раньше въезд на этот мост был просто в чистом поле. То есть вокруг вообще ничего не было. А сейчас он встроен между домами. Дома появились за эту пару лет. Вот такая история. Тоже все волнистые, кстати. Видимо, архитекторы использовали какие-то природные аллюзии, как и все здесь. Вот как этот мост выглядит со стороны. Видна эта форма зигзюгом, и сверху он держится на этой белой подсвеченной арке. На чем стоит, непонятно. На одном чуде инженерной мысли. Поедем на прозрачном лифте, как всегда. Не очень-то высоко, всего один этаж. Туда, как минимум. Другого нет даже. Вот этот пандус для велосипедов, который дальше ведет на мост. Среди стройки, конечно, выглядит не очень. Но можно представить, как они сделают потом. Вот этот лифтовый холл. Пройду немного сам. Никого вообще нет. Никто не наслаждается этим великолепным сооружением. Не покидает чувство, опять же, что это строили прямо лично для меня. Скромно, но со вкусом. Виды великолепные. Вот этот канал. Тот мост уже автомобильный и рядом метро. Небоскребы, Бурдж-Халифа. В общем, полный набор дубайских удовольствий. Но вот эту правую часть еще не достроили. Там по-прежнему леса. Видимо, они сразу несколько зданий хотят сдать. Такая конструкция в велосипедном стиле. Ладно, на ту сторону не пойдем. У нас уже заканчивается время парковки. Идея понятна. Кстати, еще в тот раз обратили внимание, у них здесь зарядки USB прямо в столбах. Даже они горят, то есть явно, что работают. Но это обычная USB. Было бы USB-C, я мог бы проверить. Но мне кажется, они работают и правда. Любуемся мостом. Не грех и сфотографировать. Прямо радуга, радуга, запрещенная в России. Великолепно просто. Настоящая красота. Вот это как должно выглядеть. Пентхаусы и небесные виллы. Неплохо. Такой вид с балкончика будет. И в это, правда, можно поверить. Еще пара лет, и все будет. Ну, в общем, вердикт, они тут как-то еще все больше расфигачили, чем тогда. Мы думали, что они все достроят, а они, наоборот, только развернули. Но шансы есть. Еще посетим через пару лет. Акации великолепно пахнут. Это мы помним парком еще из тех лет первых. Прям проходишь, и волна запаха. Такой сладкий, цветочный нектар. Невероятный совершенно. А это вот пахнет это дерево, типа акации. Так оно на вид просто дерево и дерево. Но вот эти цветы, которые на нем расцветают весной, это просто фантастика. Это еще маленькое, а бывает огромные. Это просто аромат. Ну, в общем, немножко через пень-колоду, да, с этими стройками. Но это жизнь. Завтра будет лучше, чем вчера. Отправляемся на паркинг под мостом. Почти никого нет.
Но 4 дирхама в час они брать не забывают через приложение. Классно после прогулки прокатиться на тачке. Гораздо приятнее, чем пилить на метро. Покидаем гостеприимный район Альсафы с этими невероятными стройками и парком. Вид, конечно, тот еще, но это только снаружи. Так, а почем у нас бензин-то нынче, ты говоришь? 3,28, 3,28 это какой? Супер твой? 95. 95-й. Но это все равно меньше $1, да, получается? Чуть меньше. Подорожал на треть. Бензин подорожал, но зато мы почти никуда не ездим. Одна сплошная экономия.